Занятие 12. Будущее, неверие, тип первый и второй. Да, в двух словах напоминаю, тип первый– это негативное отношение к успеху, да, к значимым каким-то результатам. Тип второй– это нейтральное отношение, мне это не нужно. Не то, что нейтрально, нет негатива, мне это не нужно, мне нужно быть вот здесь, да, где я нахожусь. Какие основные программы мы с вами сегодня прорабатываем? Ну, точнее, не программы, а да, такие типы программ. Значит, мы рассмотрели на прошлом занятии как бы суть, да, по этим типам. И дальше, что с этими типами взаимосвязано. Э, Первое– ограничители. Да, то есть нас будет больше интересовать, что вот человек, ассоциируя себя с какой-то группой, он к этой группе в тонком мире подключен. Да, и он разделяет ее убеждения и ее там привычки, реакции и так далее. За этим стоят соответствующие силы. И если они находятся в противодействии к успеху, то человек к успеху не идет. Почему? Ну, потому что он представитель, предположим, классов, не верящих в себя, да, или там неудачников. Он к успеху не идет. Чтобы пойти к успеху, основное, что мы будем делать, понимать, почему мы находимся в том или ином классе, и из этого класса выходить, да, соответствующие ритуалы по выводу своих фантомов и устранению других подключений. Там, фантомы, системы, атрибуты, все, что нужно, изымаем, и подключение там, капсуле, сахасрале тоже убираем. Ну, боковые подключения вот, от того, что является, да, со знаком минус. Итак, что удерживает человека вот в этих типах? Первый– негативное отношение к успеху, и второй– мне нужно находиться там, где я нахожусь, и вверх– это по различным причинам этого не нужно делать. Да? Это нельзя, просто блок, или какое-то негативное отношение, что это зло, это плохо. Плохо вообще, плохо закончится и так далее. Итак, основные вопросы, которые нам нужно рассмотреть. Первый– это религиозные всевозможные подключения. Религии есть и прекрасная, есть и не совсем правильная. И нам нужно изучить именно вот эту минусовую часть, с которой нужно попрощаться. Значит, что в религиях неправильное, или точнее даже не в самих, что в религиях есть и противоположные утверждения, да, и каждое из них, оно приемлемо в одном случае да, в другом случае нет, да. То есть нужно смотреть, где чем пользоваться, но человек, он может брать что-то одно и держаться за вот это, которое будет именно блокирующим. Значит, первое– это подключения религиозные, которые блокируют движение человека вверх. Да, они как бы есть в различных религиях, ну, предположим, по христианству. Да, легче там, я точно не помню формулировочка, да, верблюду пролезть в иголочное ушко, да, чем богачу попасть в рай. Да. И из этого уже следует, что э, как бы благосостояние, богатство, как последствия успеха, результат успеха, ну, это очень печально, да, это конец всему хорошему, что может ожидать человека. То есть дальше это вечный ад, да, и человеку, разумеется, не хочется гореть в аду, и чур меня, чур от успеха, от богатства, я лучше буду маленьким, средненьким, незаметненьким, вот каким я являюсь сейчас, да. Поэтому первое направление. Нам нужно по возможности поспоминать религиозные программы, которые ограничивают человека в движении вверх. Второе направление– это коммунизм. Да, он, по сути дела, он сам на уровне религии, но материалистические основы. И в том числе он на чем держится. Да, это классовая борьба, но в конечном итоге люди успешные, да, там предприниматели, да, бизнесмены, это эксплуататоры, ну, источник зла. Да, и все, кто там, был аристократом или элитой, или там бизнес, ну, не всех, конечно, но очень многих да, уничтожали да, при коммунизме там, в начальные периоды. Но в любом случае коммунизм, он говорит, ты рабочий, ты молодец, ты гегемон. Да, все, кто организует бизнес, это эксплуататоры, ну и так далее. Негативное отношение к движению вверх. Да, с этим тоже нужно попрощаться. Третий тип сил, с которыми нужно изучить взаимодействие, с этим нужно попрощаться, это социальные. То есть, предположим,
предположим, ну, скажем, в Риме, в древнем, да, легионер давал клятву своему легиону, своему императору. И если человек это воспринимает как бы адекватно, да, что в этом воплощении, да, ты предан вот этим силам, ты выполняешь свой долг, ты для этого родился. Но в следующем воплощении ты же идешь уже по другому сценарию, да, и ты, пожалуйста, реализуй другой сценарий. Но если человек дал какую-то клятву, я всегда там, ну, неважно, раб древнего Египта или еще что-либо, я вот такой-то, я буду вечно послушником в каком-то монастыре или там помощником, ну, неважно, там, кого-либо, какого-то, ну, представителя какой-то профессии или какого-то там рода, как бы неважно, да, я раб того-то, того-то, я слуга того-то, того-то, то тогда человек говорит, мое будущее это вот здесь, ну, неважно, при таком-то человеке или у такого-то станка, или у такой-то профессии. Какие-либо изменения нельзя. Да? Значит, одно это как бы ключевые силы, где не все, но ряд программ негативных, они говорят, сиди и не дергайся. Да? Религиозные, коммунистические и социальные. Надеюсь, в целом понятно. Это одно направление. И другое направление – это связь уже себя, да, себя, ассоциация да, с теми или иными группами, которые тоже являются минусовыми. Не потому, что это вот из прошлого, да, человек брал какие-то обязательства и проходил какое-то воспитание, а именно сейчас он себя оценил и к этим группам подключил. Да. Это программа «Я неудачник», там, «Я слабый», «У меня что-то не получается». И когда человек формулирует вот такие-то программы, не я все могу, и, да, если я изменяюсь, да, ну и так далее, по формуле успеха, если действую, то я могу. А человек себя вот именно ассоциировал с неудачниками, с людьми слабыми, там, недостаточно грамотными, там, неверящими, неспособными к одному, к пятому и десятому. Да? В таком случае происходит то же самое. Фантомы пошли учиться в себя не верить, учиться, чтобы все получалось плохо и так далее. И человек, опять же, к успеху не идет. И не в традициях да, вот этих сил, чтобы человеку помогать раскрываться и расти. Да, то есть эти эгрегоры отрабатывают, как правило, как минусовые. Да? Они говорят, о, клиент заразился вирусом информационным, да, и в качестве наказания они скачивают с него там энергию, другим образом наказывают. И они не заинтересованы в потере своей аудитории. Да? То есть человек может из этих эгрегоров выйти, когда он принял решение. С меня хватит, я с вами прощаюсь, спасибо, до свидания. Да, поэтому замена по всем вот этим программам и по прошлому, и по настоящему, да, это минусовые, там, неудачники, слабые и прочее. Замена это что? Ну, вот в данном случае фактически то, что мы рассмотрели, это отречение от движения вверх. Да, это как бы ошибка, нарушение законов, потому что предназначение развития – это есть движение вверх. Да. Вот эти отречения нужно убрать. И если уж отречение, то это должно быть от минусовых составляющих, от слабости, от неверия, отказа от успеха и так далее. Вот все, что со знаком минус, от этого нужно отключаться. Да, поэтому соответствующие ритуалы, прощание с соответствующими силами, выход да, из этих вот эгрегоров, мы с ними прощаемся и меняем на противоположное. На противоположное это то, что соответствует типу 3 и 4. Когда я что-то могу? Вот если хочу, то могу. Да, если будет поставлена цель, если постоянно вкладывать усилия, то это тип 3, да, то, разумеется, я начинаю двигаться в эту сторону. По типу 3, да, ключевая программа. Если цель будет поставлена, если хочу, то могу. Да. Дальше. Каким образом достигается результат? Ну, как всегда, тренировка, как по-другому. Да, нужно научиться, да, нужно наработать опытом, практику какую-то, да, поэтому все достигается тренировкой. И мой долг – это движение вверх, это по типу 4. То есть наша задача увидеть в себе вот эти негативные программы, оценить их, и, соответственно, от всех негативных программ мы отказываемся, от всех сил, которые удерживают человека на неизменяемости,
отягощают его, стараются опустить пониже, да, мы тоже проводим ритуалы, отключаемся. И наша задача — замена на противоположную.